Всем привет, дорогие друзья! В этот раз давайте разберем с вами популярную детскую сказку «Маша и медведь». Как всегда, я буду зачитывать вопросы и давать на них ответы. Ваша задача слушать и стараться отвечать на вопросы быстрее меня. Не отчаивайтесь, если у вас этого не получится. Просто продолжайте слушать. Если какие-то слова вам непонятны на слух, вы всегда можете использовать субтитры или можете скачать транскрипт с моего сайта. Давайте начнем. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Кто жили-были? Дедушка да бабушка. Жили-были. Кто был у дедушки с бабушкой? У дедушки с бабушкой была внучка. Как звали внучку? Внучку звали Машенька. Собрались раз подружки в лес, по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. Кто собрался в лес? Подружки Машеньки собрались в лес. Зачем подружки собрались в лес? По грибы да по ягоды. Что сделали подружки? Пришли звать с собой дедушку и бабушку? Нет, они пришли звать с собой Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Что сказала Машенька? «Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками», — сказала Машенька. Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри от подружек, не отставай, не то заблудишься». Кто ответил Машеньке? Дедушка с бабушкой ответили Машеньке. Бабушка с дедушкой разрешили Машеньке сходить в лес с подружками? Да, они разрешили Машеньке сходить в лес с подружками. Что ответили дедушка с бабушкой? «Иди, только смотри от подружек, не отставай, не то заблудишься», — сказали бабушка с дедушкой. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Куда пришли девушки? Девушки пришли в лес. Кто пришел в лес? Бабушка с дедушкой? Нет, девушки пришли в лес. Что стали делать девушки, когда пришли в лес? Они стали собирать грибы да ягоды. Что случилось с Машенькой? Машенька ушла далеко-далеко от подружек. Машенька ушла далеко или она была неподалеку от подружек? Конечно, она ушла далеко-далеко. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Что начала делать Машенька? Машенька стала аукаться, стала звать подружек. Слышат подружки Машеньку? Нет, подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Что делала Машенька? Ходила-ходила по лесу и совсем заблудилась. Где заблудилась Машенька? Машенька заблудилась в лесу. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Куда пришла Машенька? В самую глушь, в самую чащу. Что увидела Машенька в самой чаще? Она увидела избушку. Куда постучала Машенька? Машенька постучала в дверь. Кто ответил Машеньке? Никто. Она стучала-стучала, а никто не ответил. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Куда вошла бабушка? Бабушка никуда не входила. Машенька вошла в избушку. Что сделала Машенька, когда вошла в избушку? Она села на лавочку у окна. Где стояла лавочка? У окна. Лавочка стояла у окна. Села и думает: кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. Кто жил в той избушке? А в той избушке жил большущий медведь. Почему медведя не было дома?
потому что медведь по лесу ходил. Когда вернулся медведь домой? Медведь вернулся домой вечером. Медведь обрадовался или огорчился, когда увидел Машеньку? Медведь обрадовался. «Ага», — говорит, — «теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Что сказал медведь Машеньке? «Ага, теперь не отпущу тебя», — сказал медведь. Что медведь хочет, чтобы Машенька для него делала? Медведь хочет, чтобы Машенька топила печку, варила кашу и кормила его. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Маша была счастлива? Нет, Маша тужила и горевала. Где стала жить Маша? Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. Куда уходит медведь на целую ночь? Никуда. Медведь целую ночь спит дома. Куда медведь ходит днем? А медведь на целый день уходит в лес. Что наказывает медведь бабушке? Ничего, медведь не знает бабушку. Медведь наказывает Машеньке, без него никуда не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Что медведь обещал сделать, если Машенька уйдет? Медведь сказал, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес. В какую сторону идти, не знает. Спросить не у кого. Что стала делать Машенька? Машенька стала думать, как ей убежать от медведя. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему. Откуда пришел медведь? Медведь пришел из лесу. «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». Что сказала Машенька? «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». Что хотела отнести Машенька? Она хотела отнести гостинцев. Кому хотела отнести гостинцев Машенька? Бабушке да дедушке. Куда просила Машенька отпустить ее? В деревню. Как долго Машенька хотела пробыть в деревне? 1 денек. «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». Что сказал медведь Машеньке? «Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». Что медведь хотел сам отнести? Медведь хотел отнести гостинцы. Кому хотел отнести гостинцы медведь? Он хотел их отнести Машенькиным дедушке и бабушке. Куда хотел отнести гостинцы медведь? Медведь хотел отнести гостинцы в деревню. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Что напекла Машенька? Машенька напекла пирожков. Куда положила пирожки Маша? В большой-пребольшой короб. Вот, смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я на дубок влезу, за тобой следить буду. Куда обещала Машенька влезть на дубок? Куда обещала Машенька влезть? На дубок. Зачем Маша хотела влезть на дубок? Чтобы следить за медведем, чтобы он не съел пирожки. «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». Что ответил медведь? «Ладно, давай короб», — сказал медведь. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Что сказала Машенька медведю? Она сказала, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Куда вышел медведь? Медведь вышел на крылечко. Что сделала Машенька?
Машенька залезла в короб, а на голову себе поставила блюдо с пирожками. Куда поставила Машенька блюдо с пирожками? Себе на голову. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Куда взвалил медведь короб? Он взвалил его себе на спину. Куда пошел медведь? Медведь пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. Где идет медведь? Он идет между елками. Где бредет медведь? А бредет он между березками. Куда спускается косолапый? Спускается он во овражке. Куда поднимается медведь? Медведь поднимается на пригорке. Что сказал медведь? Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Что сказала Маша? А Маша ему отвечает: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Что подумал медведь? Он подумал: ишь, какая глазастая, все видит. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. Что сказал медведь? Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Что сказала Маша? А Маша ему отвечает: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Удивился медведь: вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Что подумал медведь? Он подумал: вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Куда пришел медведь? Пришел он наконец-то в деревню. Какой дом он нашел? Нашел он дом, где жили бабушка с дедушкой. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. Что сделал медведь? Медведь начал стучать в ворота и говорить: отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведя и бросились на него, со всех дворов бегут, лают. Кто почуял медведя? Собаки почуяли медведя. Что сделали собаки? Они бросились со всех дворов на него. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Медведь обрадовался? Нет, медведь испугался, поставил короб и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. Кто вышел к воротам? Дедушка да бабушка вышли к воротам. Что они увидели у ворот? Они увидели короб у ворот. Что это в коробе? Говорит бабушка. Что спросила бабушка? Бабушка говорит: что это в коробе? А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехенька и здоровехенька. Что сделал дедушка? Дедушка поднял крышку и не поверил своим глазам. Кто сидел в коробе? Медведь сидел с пирожками в коробе? Нет, Маша сидела в коробе, живехенька и здоровехенька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Бабушка с дедушкой были счастливы? Конечно, бабушка с дедушкой начали обнимать, целовать, да умницей называть ее. На этом наша сказка подошла к концу. Не забывайте слушать сказку каждый день на протяжении 10 дней. Только глубокое изучение сможет помочь вам перенять акцент, грамматику и новые слова. Если вы чувствуете, что и после 10 дней вам история дается с трудом, то слушайте ее до тех пор, пока вы не будете понимать ее на все 100%. Увидимся в новых сказках.